Всем привет, драконеты, вы на канале Ender Lalacraft, и сегодня у нас вторая серия Триггерен SMP, и в ней по заставке, по названию вы уже поняли, что мы будем говорить про ад. И первое знакомство с ним у меня было не слишком удачным, как и у Артема тоже, потому что я решила добыть стержни Имфрита в адской крепости, которые вы можете наблюдать на следующих кадрах, но, к сожалению, я была не очень, на самом деле, подготовлена к битве с Ифритами и скелетами и сушителями в одном месте, так что я умерла и потребовала, закричала Артема спасти меня, но, к сожалению, он умер тоже. Тогда мы обратились к администрации, чтобы она нам помогла, и да, нам помогли, и дело в том, что наши вещи уже не выжили. Весь прикол в том, что когда Тёма добежал до меня, он выжил, мог бы принести мои вещи, но мы умерли по дороге. Они вышли из игры, как надо было бы сделать. Так что остались только Артёмины вещи, которые сохранились только потому, что их подобрал скелет-иссушитель. А все мои пропали. Но зато мне подарили незритовую кирку, так что у всего есть свои плюсы. И да, после этого мы давно не заходили в ад. Долго очень, не считая туннелей, по которым мы катались туда-сюда. Но Назарит добывать все-таки надо, так что рано или поздно, но мне пришлось вернуться в ад. И, собственно, после того, как я несколько раз умерла от кровати, это заметил один из игроков, участников сервера Чока Криспи, и он решил показать мне способ, как правильнее пользоваться кроватями. Естественно, я от него не отказалась и тут же согласилась. Но дело в том, что в тот день у него были какие-то проблемы с соединением, и я думала, что они наладятся, поэтому побежала домой достать себе еду, потому что на 2 единицах голода очень как-то стрёмно говорить и просить еды, когда она есть дома, и ты просто забыл ее взять почему-то, по каким-то причинам. Так что, пока у него лагало, и он там застрял в порталах, я быстренько побежала домой добыть себе еды. Но вся суть в том, что даже после того, как я забрала себе еду и вернулась, я оставила ему таблички, кстати, что я ушла на всякий случай, если вдруг я вернусь слишком поздно, и у него уже отлагает. Даже после того, как я взяла дополнительно кровати и еду, у него так и не отлагала, а я на то время уже оставила пока что тогда идею добыть Назарит, потому что в целом он не был нам столь необходим, чтобы тратить на него очень много времени и столько беготни, а у него к тому же лагало, и я уже очень устала умирать от кровати, от правил игры, как пишет чат, когда ты умираешь от кровати. Так что да, на этом вечер наш закончился именно так. В итоге мы все-таки встретились на следующий день, и тогда он показал мне технику, как правильно взрывать кровати. На самом деле нужно перед ними ставить 2 блока, и только потом взрывать, и тогда тебе практически даже вообще не наносится урон. Таких деталей я не знала, и поэтому, естественно, иногда умирала от кроватей. Да что там скрывать, я достаточно часто от них умирала, насколько я пробовала. И, естественно, это продвинуло меня, я начала дальше копать и копать, но все дело в том, что я так и не нашла ни одного куска Назарита в тот день. Я не понимала, с чем это связано, меня это жутко бесило, и после некоторых попыток я решила остановиться, потому что это уже было невозможно. Как я потом выяснила, то место, в котором я копалась и пыталась найти Назарит, на самом деле оно было открыто, этот чанг был открыт еще до адского обновления, а значит в нем априори не могло быть никогда и никакого Назарита. Возможно, меня сбивала с толку магма, но я действительно так думала. Дальше, после того, как я думала, что просто мне не везет с Назаритом, решила оформить портал в ад к нашей базе, ко всем базам, которые находятся на новой зоне для игроков. Сейчас это называется старая зона для игроков. И в целом с моими ресурсами и нашим общим воображением всем втроем мы как-то это оформили, сделали туннель радужным, в чем, кстати, ресурсами и в целом временем помог Лендер, потому что столько разноцветной шерсти мне пришлось бы добывать достаточное количество времени, а я больше потратилась на само оформление именно портала вокруг, всем этим камнем и деревом. Ели, кстати, у меня на тот момент было не так много, так что это было в каком-то смысле затратно постоянно находить ель. Я даже начала его выращивать только для того, чтобы оформить это. Но в целом в каждом начинании свои плюсы, так что теперь у нас в нашем магическом лесу, который окружает наш дом, растут также и ели. Когда оформление портала было закончено, пришла идея сделать достаточно необычную структуру под названием АФК-комнаты. Я не знаю, с чего вдруг мне пришла такая идея, но просто захотелось сделать что-то еще прикольное, потому что, я не знаю, просто оформление портала показалось мне немножко скучным, поэтому мы решили сделать АФК-комнаты. Я решила сделать их в виде маленьких кабиночек с различным оформлением. Лендеру, кстати, идея понравилась, оценил, что мне достаточно приятно.
Каждую комнатку мы оформили по-разному. Одна была в небесно-голубом стиле, другая деревянном, потом была грязевая, кабинка похожая на душ. Сейчас их 6, и есть 7-я недоделанная кабинка, которая должна была быть VIP-кабинкой, но я не думаю, что люди слишком часто используют их, поэтому посмотрим, когда мы ее доделаем. Для смеха мы даже добавили благотворительные сундуки, в которые вы можете положить что-либо, чтобы эти комнаты, АФК-комнаты развивались и дальше. И знаете, прикол ведь в том, что кто-то на самом деле положил туда 47 блоков угля, именно не блоков из угля сделанных, а блок руды угля. И это будет достаточно прикольно. Приятно, по крайней мере, что кто-то решил пускать такую мелочь, но сделать для наших АФК-комнат. Далее я даже не уверена, что именно можно здесь описать, потому что я просто отправилась за магмой, да, я хотела с помощью магмовых шариков сделать зелье огнестойкости, и по дороге встретила, как вы сейчас могли видеть на кадрах, вот этого адского создания, я не знаю, как он называется, который просто ходит по лаве, и он был не фото, я решила его спасти, так что я скинула его в лаву, как вы могли видеть. Я не знаю, что тут описывать, потому что в целом это была просто скучная, долгая прогулка по аду в поисках магма-кубов, которые почему-то, как назло, не хотели спавниться. У меня было не так много ресурсов, потому что я не люблю брать в опасные походы много всяких важных вещей. Я знаю, что с одной стороны это глупо, ведь я должна использовать свои ресурсы по максимуму, как я могу, но с другой стороны меня пугает теория того, что я могу их потерять. Так что я бегала по зданиям, по крепостям, по аду в целом и пыталась что-то найти, но в итоге попала в просак, потому что у меня кончилась еда, у меня не было кирки, и блоки были на исходе, а еще я, кажется, потеряла дорогу домой, а я в координатах ориентируюсь так себе. И поэтому в какой-то момент мне просто пришлось просить о помощи, потому что выбраться из ада живой у меня почти не представлялось возможности, а умирать с ресурсами, пускай небольшими, мне совсем уж не хотелось. Так что, да, я попросила помощи, и меня спас киллер Келвин, один из таун-офисов, за что я ему очень благодарна, спасибо большое, я бы, наверное, туда сама не вылезла. На самом деле, было еще несколько игроков, которые тоже хотели помочь, за что я им благодарна. Правда, потому что это мой первый CMP-сервер, я до этого редко встречала взаимовыручку среди игроков, так что мне очень приятно. Да, мясная переписочка — это очень интересный такой момент. Сидишь, свинина, кидаешься с разными именами. It's fun. Блин, если я не найду Назарит, я не знаю, просто у меня... Ты иди, да-да-да, прям очень далеко, очень далеко от спавна. Это... I'm done with this На Назарит. миллион блоков от спавна, иди только ради вот... Я же многого не прошу, мне, блин, несколько кусочков. Да, я знаю, что ты хочешь меч. Я нашла! Боже мой! Я нашла! Наконец! I did it, I found it. Обломки! Стой! Их же можно копать алмазно? Стой, нет, стой, не ломай, набери. Я могу блоком прямо собрать. Боже мой! Finally. Наконец-то, боже мой, это было так долго. Опа. Это уже заявочка. А нам сколько надо блоков? Слушай,
А, на них удача не работает. 3. Для одного слитка нужно 4 таких. Фух, один свиток остался. Я безумно счастлив. Ань, быстрее в шелкербокс иди тут. А, не, стой, не, в шелкербокс иди это носи. Нет, это сокровище сейчас еще потерять надо. Быстро в шелкербокс иди. И мы этого ждали много дней. Ё-моё, наконец-то эта херня нам. Вообще. Я в шоке. Я думал, этого уже все, этого не существует. Полстака алмазов сейчас копить будем. Всего лишь один блок остался. Ё-моё, быстрее в шелкербокс иди и носи. Я правда поверить не могу, то что мы это нашли, пипец. Свинозомби, вы рады за нас? Следующее место, куда мы с Артемом отправились, это была опять же шахта, опять же в Незере, только на этот раз мы добывали там не незерит, а кварц. Потому что, как я говорила в первой серии от Ригурен SMP о нашей базе, наша база в основном во многом состоит из кварца. А поскольку он кончился, нам нужно было начать его добывать. Так что мы вернулись в ту шахту, в которой я некоторое время пыталась найти незерит, безуспешно. И там мы начали искать кварц. К счастью, его там было достаточно, потому что, зациклившись на незерите, мы совсем не замечали, практически не замечали кварц, и его там осталось прилично. Но как только все кончилось, мы покинули эту шахту и, да, исчерпали ее запасы полностью. Не знаю, вернемся ли мы потом еще когда-то, но в этом нет особого смысла, потому что теперь мы чаще бегаем в более дальние шахты, где есть возможность добыть не только кварц, как в этой нашей старой шахте, но и другие полезные ресурсы, как золото или незерит. Вон там есть. Привет, Миха. Ой, что ты? Ань, смотри, как он рад меня. Он меня обнимает. Да, все правильно. Видишь, он всех обнимает, потому что он всех приветствует. Привет. Че, как жизнь? Что? Смотри! Смотри! Нет, Тём, беги! Ты быстро убежал. Потому что я не умочь. Тут все течет. Тут все течет. Что ты наделала? Все хорошо, все под контролем. Ой. Аня, Окей, почти. там кварц сгорел. Ладно, у меня 10 блоков, пошли. Что? Откуда? Куда? Да. Давай ты, давай. Это такая игра? Да. Оу. Пошли дальше. Я помотала. Мне тогда это такие пяточки сверкают, такой. Ай! Привет, Лала, как дела? Пошли в другую сторону просто. Сейчас буду потолок копать, пока тебя. Ой. Чё? Тут хрень какая. Какая? Мы наружу, Тём. Тут наружу. Наружу. Давай копай. Смотри, сколько тут. Я не буду тут копать, тут газ ты. Где? Да я отказываюсь. О, Тём! Тём, вот в потолке. Что это Где ты?
Смотри, подарочек. А? Давай, погнали. О, я понял. Давай быстрее. Это надолго. Покажи инвентарь, пишу. Не, я тебе не покажу. А у тебя еще больше есть? Конечно. Ань, может это... Аня, ты видео снимаешь, да? Да. Короче, чуваки. Это очень весело. А самое главное, познавательно. Да, сколько у тебя кварца? У меня вот тут почти 4 стака есть. У меня 2 стака 13. Серьезно? Да? Смотрите, какого прекрасного экспоната живой фауны и флоры мы нашли. Только посмотрите на его стильный мечик. смотри. Да, убери щит, не видно ни черта. Посмотрите на этот стиль, на эти глаза, на этот пятачочек. Это же прекрасно. Правда, он на тебя злится. Да он же меня бил бы. Но он просто слишком маленький. Он просто Он маленький. слишком маленький, чтобы меня бить, да? Он вообще Правильно. он на тебя он трясется, просто он не может, потому что он слишком мелкий. для всего. А на данном моменте вы снова можете видеть, как я подготавливаю кровати, чтобы отправиться за Назаритом, опять же, потому что мало его не бывает, так что с целым шаукером взрывоопасных кроватей мы отправляемся в далекие места на лодке по ледяной дороге, которые благополучно проложили другие игроки, чтобы достать столь ценный ресурс, да, потому что мы не повторяем старых ошибок и на места без Назарита больше не ходим. Знаешь, кстати, чувак один проверял, типа... Ой, господи. Ой, стоп. Ну да. Подожди. Блин, мне сложно ориентироваться, когда я в последний раз была, здесь не было так темно. Ну да, нам сюда. Смотри, тут частички. Нет, смотри, есть идея. У тебя факела есть? Нужно больше. У меня 23 факела. Хорошо, тогда не сильно не Эти тратим. частички, это явно новая локация. они Пошли тут что-то вниз. найдут. Ага. Смотрите, тут такой типа маленький, мы тут спрятались. И тут типа, знаете... У меня к тебе вопрос как эксперту, Тём. Ань, смотри. Блин, куда ты потратил ваши силы? Смотри, Окей. а знаешь, что смотри, это реально так ничего. Не, ну это красиво. Ты Это... похож, что датская крепость, биом, лава. Еще так, знаешь... Слушай, у меня вопрос. Что? В этих красных биомах, в них спавнятся вот эти вот кабанчики, правильно? Да, просто понимаешь... И, подожди, окей, на нас вот эти зомбосвины, не которые свинозомби, а которые вторые, как они называются? Пиглины, вот, Пиглины. они для нас не агрятся в золотой броне. Нет, мы Что насчет хоглинов? Они дикие существа, знаешь, им будет просто по боку. В золотой, в назаретовой, в жопинской ты броне. Они просто тебя херачить будут. Им не важно, какой ты броне, они просто дикие существа. Которые, если честно, им абсолютно пофиг будет в какой-то... Давай просто находишься. попробуем пройти, тут есть дерево, которое мне, наверное, пригодится. Блин, я тут, Ань, постою, окей? Так, мне надо как-то обезопасить это место. О, Ань, земелька, я тут смотри, багровый нилий. Багровый. Подожди, а он для каких-то определенных... Он, не, он, Растений? по-моему, это, по-моему, просто такая... Ну у вас же грибы, конечно, багровые выращивают. Это уже как ты хочешь, конечно. Такая земелька прикольная. Блин, звуки. Я Подожди, тут остался. Подожди. Что ты делаешь? Сейчас. Скажем так, это оборонительная система 228. О, Ты меня замуровала. да, это... Тем, в крайнем случае закроешься сам. Но если что, дай мне пробежать. Так. Окей, я более-менее замуровала тут лаву. Потому что они пиглины, ой, хоглины, они мощные челиксы. Да, я знаю. Подожди, тут кажется... Тут нету Но- места, чтобы им заспавниться, смотри. Ну, и когда не знаю, но это их любимый биом, они обычно тут всегда спавнятся. Смотри. Смотри, тут нету места. Ну да, Хорошо. давай. Тут хотя бы более-менее. Окей.
По этим лианам забираться можно, кстати, если ты не знала. Подожди, а почему... А где блоки? Они не падают? Или мне... Подожди, 42. Что? Там какая-то... Слизь. Все, это блок слизи. Ань, я закрылся там с проходом, погоди. Там просто блок слизи. Это... Я тут. Господи. Подойди ко мне. Что? Ты где? Меня что, залагало? Ты покинула игру. Так, подожди, еще раз. Смотри. Да, не там блок слизи. Не, блин, можешь прыгнуть. Это какая-то тайная база, может быть. Ань, я думаю, когда надо будет выложить все вещи, я и голым сюда приду. Багровый стебель. Слушай, из них саженцы падают? Нет. Вообще? Не волнуйся, вообще не падают, я думаю, нет. Такого не бывает. Такие милые розовые досочки, из них не падают саженцы? Ага. Нет, они не падают, такого, по-моему. Ань, кстати, по этим лианам забираться можно, если ты не знал. Пиглин? Ты кирку его. Да. Блок незерского нароста. А для чего он? Без понятия. Жалко, я топор выложил. Я бы тут начала вырубку леса. Ладно. Что мне помешает его вырубить рукой, правильно? Ну, разве что злая свинка, в принципе. Но, кстати, ты знаешь, что из этих так называемых злых свинок падает в 3 раза больше? Да не волнуйся, ты в золоте. Не будет он... А? Мир? Мир, дружба? Мир, не волнуйся. Мир, жопка, дружба? Блин, если у тебя золото было бы, ты с ним поторговаться могла, но у тебя его нет. Эх, челик. Не волнуйся, можешь его даже не убегать, он что. Слушай, подожди, а он теперь пассивный, как свинозомби, или он будет меня атаковать? Но если ты его ударишь, разумеется, у него, в общем, тебя будет бить, так что осторожно. Ладно. Ну ты его не бей, Мне тогда дважды говорить не надо. Понимаешь, что он тебя в любом случае будет бить, но если ты золото вот наделал, то ничего. Но если ты ударишь, разумеется, он тебя... О! Лианы. Эти лианы для леса использовать можно, забери. Плакучая лоза называется вообще. Да, забери побольше ты. Блин. Ты как-то со звуками там. А, кстати, по поводу моих звуков. Подожди. Мне надо слегка включить громкость. Потому что если я не буду... О, подожди, и надо вот это сделать. Аккуратно. Тут Хоглин довольно часто тут спавнится. Тут просто сильно место. Побольше ты их лян бы забрать. Фига себе, он стильный, Пиглин, это стильный. Ну, я понимаю. Пиглин знает тему. У него золотые моду. штаны такой. Подожди, гриб. О, это багровый гриб. Слушай, а разве такими грибами нельзя хоглинов там задобрить? Да, можно выращивать. Кого, грибы или хоглин? Можно грибами хоглинов выращивать. Ну, правда, они любить тебя в любом случае не будут, они, как обычно, будут на тебя атаковать, так что не думай. Ты можешь делать так маленьких пиглиненок. С помощью... Потому что они очень любят багровые грибы. Прикольно. Именно багровые, не из того синего леса. Аня, ж говорю, если ты их там заспавнишь, они любыми способами попытаются выбраться оттуда. Они буквально в панику приходят на это биом. Хоглины. Они прям вот все они настолько боятся этого биома, они никогда там не бывают. Там не бывает их. Они просто там никогда не ходят. Ладно, знаешь что, давай... И давай, Ань. Да. Все, закрывай? Да, закрою. Пойдем? Куда? Да, это я закрыл, чтобы тут было. Блин, ну не стеклом же это делать. Пошли. Кажется, проход в сам биом должен быть ниже. Подожди. Это же какой-то блок, да? Подсвети, пожалуйста. Подсветить? Да. Держите. Что это? Великий царь. Чернит. Давай побольше этого чернята заберем. Подожди, а в чем именно смысл чернита? Подожди, шаги Пиглина? Фью, Пиглин фыркает. Слушай, так я теперь могу знать, если вдруг рядом будет Хоглин. Потому что оно подписано, что шаги Пиглина. Слушай, это вообще включить, что-то не включали. А она, короче, вот настройки, Ага. музыка и звуки. И вот тут есть кнопочка субтитры.
Ну ты, не, ты оставь включенным. Это довольно полезная херня, если не хочешь поделиться. Потом будем знать, кто с нами рядом. Я, кажется... Подожди. Ни хрена себе! О май гад. О, подожди. Кажется, я здесь была. Стой, ты... Ну понятно. Пошли здесь вот повзрываем немного. Что? Подожди, почему он меня атаковал? На броню посмотри. Что? Ну на меня... Она мне страшно. Не, погоди, ну я его не била вроде. Подожди, а может дело в черните? Ань, выкини... Выкини чернит. Выкини. Сожги его. Да не, подожди, ну это как бы предположение, но... Нет, убери чернитом, пожалуйста. Не, я... После столь странного и непонятного действия я все-таки пытаюсь продолжить копание назарита и взрывание кровати, хотя, честно сказать, меня достаточно сильно напрягла вся эта ситуация с чернитом и свинозомби, и в целом, почему именно он решил на нас загриться. Подожди. О, смотри, на меня он не агрится, вон. Вот. Чернить ни за что не бери. Блин, Подожди, давай пройдем следственный эксперимент. я не буду ничего. Подожди, а чё он? В тебя... Тёма благополучно выживает, и мы продолжаем убирать лаву, огонь, пытаться выжить, не сгореть, и добыть наконец-то ценные ресурсы, за которыми мы лазим по аду, потому что в целом больше причин лазить там никаких нет. Там это... Смотри, она у него не сет, окей. Так. А вот тут по-настоящему могут спавниться хоблины. Хоть это и вправду был тот самый новый биом из адского обновления, который я тоже отчасти искала, место было неудачное, его было мало, вокруг было озеро лавы, так что мы решили вернуться назад и найти тот же самый биом, только уже в другом, более безопасном месте, без адской крепости. Мы вернулись назад, поднялись по лестнице и начали рубить длинный туннель в стене, и в конце концов благополучно нашли биом, который искали, только уже в том месте, где в нем правда более приятно ходить, и это гораздо более возможно сделать безопасности для жизни. Это... Насколько это красиво, настолько это и стрёмно. FPS падает. Да? Представляете, какой у нас скайблок Майнкрафт? Знаешь, я в этот песок душ даже добыла потом, честно сказать. Ну да, но вот... Ну я пока закрою от всяких злых пигментов, которые придут к нам и все. И пипец нам. Ой, что это? Ой, вот это вообще, по-моему, не очень. Это вообще, по-моему, вообще не есть. Ну а на этом, я думаю, стоит закончить данную серию. Она получилась достаточно длинной, хотя я не знаю, насколько была она интересна, надеюсь, вам было интересно, потому что это именно события, которые происходили в аду за все это время, что мы пока играем на сервере, а это, я повторюсь, это уже практически 3 месяца. Да, в основном добывали или кварц, или назарит, или еще какой-либо важный, нужный нам для дома или развития ресурс. Но да, я думаю, мало кто захочет добровольно ходить в Незер, просто чтобы жить там или еще что-то. Естественно, в основном мы занимались именно этим. Я редко снимала в аду, потому что у меня начинаются сильные лаги, FPS жутко падает, поэтому в основном кадров не так много, и большинство из этого видео записаны уже позже голосовыми или с помощью камеры. Но я надеюсь, вам все равно понравилось это видео, потому что, как я уже сказала, я вложила в него труд. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что смотрели это видео. С вами была Эндерлала, всем удачи и всем пока.